Лев — настоящий король суши, но и его могут убить гиены. Орел может считаться королем воздуха, но ночью он абсолютно беззащитен перед совами. А если говорить о подводном мире, то кажется, что касаткам здесь просто нет равных. Но это не совсем так. Сегодня вы узнаете, зачем касаткам нужен язык кита, почему они играют другими животными, как штурмуют берега и у кого все-таки есть шанс убить короля океанов. Поехали. Я думаю, что касатки не нуждаются в отдельном представлении. Они огромные, черно-белые, хищные и просто дьявольски умные. Без шуток. Чтобы понять, насколько касатки мощные охотники, достаточно сказать, что они имеют четко продуманный план на каждую охоту. В зависимости от того, кто именно является будущим обедом, касатки, а они почти всегда охотятся группами, выбирают определенную стратегию. Например, чтобы съесть акулу, ее нужно дезориентировать. Для косяка мелкой рыбы подойдет нечто вроде карусели из пузырьков воздуха. А если уж дело доходит до китов, это лучше видеть своими глазами. Атака проходит по жестокой, но рабочей схеме. Касатки по очереди таранят, кусают и дергают кита за грудные плавники и, как правило, изматывают добычу. Даже несмотря на разницу в размерах, от такого устаешь. Представьте, что вас одновременно будут кусать несколько собак среднего размера, а потом еще и пытаться утопить. Да, касатки блокируют дыхательное отверстие кита, и после погони, которая может длиться часами, измученный великан тонет. И последний удар. Несколько касаток, которые вообще-то являются просто зубастыми дельфинами, обратили в бегство голубого кита. Даже такой гигант предпочитает с ними не связываться. Но чаще всего добычей касаток становятся детеныши китов. Это настолько распространено, что киты даже защищают потомство других видов, если могут. Например, однажды были замечены горбачи, которые охраняли маленького серого китенка, причем уже погибшего. Они просто не давали касаткам завершить начатое. Возможно, потому что знают, что случается с добычей. Ведь касатки — те еще гурманы. Детеныши горбатых китов — одно из их любимых блюд. Причем часто касатки едят только язык, а остальную тушу оставляют падальщикам. Почему? Ну, видимо, он особенно вкусный. Кстати, то же самое происходит с акулами. У них касатки поедают только печень, потому что в ней содержатся полезные вещества. Короче, акулы — это что-то вроде витаминов. И знаете, вот я говорю о том, как касатки охотятся на одних морских животных, других, третьих. Неужели им никто не может противостоять? Только пока дело не доходит до кашалота. Касатки охотятся на самок и детенышей этого вида, но стараются держаться подальше от самцов. Тяжелый и мощный хвост кита потенциально способен наносить смертельные удары. Точная сила таких ударов неизвестна, но взрослый кашалот весит около 80 тонн. Это примерно в 10 раз больше классического двухэтажного автобуса «Ротмастер». У касаток не осталось бы шансов, будь кашалот немного агрессивнее и умнее. Большинство китов просто огромны, но когда раздавали интеллект, они явно стояли в очереди за хвостами. А что, если бы тот же кашалот был умным, как человек? Вот вы там, по другую сторону экрана. Что бы вы сделали, если бы были кашалотом, которого вдруг атакует касатка? Наверняка развернётесь быстрее и к хвостом. А может, подключите зубы? Каждый из них весит килограмм. Было бы неплохо начать ими пользоваться. Еще один хищник, способный дать отпор касатке — большая белая акула. Ну, знаете, это жуткая громадина со взглядом убийцы. Касатки считаются единственными естественными врагами белых акул. Если акула успевает укусить первой, то ряды острых, как бритва зубов, могут проткнуть даже самую толстую шкуру. Думаю, именно этот вид способен выиграть в схватке, если нападет первым. Если же нет, в дело вступит особая стратегия охоты. Я уже говорил о ней. Своим широким хвостом кит-убийца выталкивает акулу на поверхность, затем оглушает. А потом касатка, как будто обладающая некоторыми знаниями по части биологии акул, переворачивает жертву, вводя в ступор и парализуя этим. Приятного аппетита. Так кто же вообще может победить касатку? Я думал про скатов, но они всего лишь часть меню. У морских крокодилов невероятная сила укуса и толстая шкура, которую не прокусит ни одна касатка, но пасть просто не открывается на такую ширину,
чтобы можно было откусить что-нибудь важное. Может, у вас есть какие-то идеи? Напишите их в комменты, и мы обязательно прочтем. Как я уже говорил, у косаток есть множество отработанных техник охоты, которые они используют в зависимости от жертвы, ландшафта, не знаю, может, в зависимости от настроения тоже, или сверяются с гороскопом, но одна из них меня особенно поразила. Следите за руками или за плавниками. Морские котики часто выбираются из воды на льдины, чтобы передохнуть. Здесь им ничего не угрожает. Значит, можно спокойно чилить, покачиваясь на волнах. Касатка слишком тяжелая, чтобы забраться на льдину и съесть морского котика, но она всегда может позвать на помощь своих бро. Несколько хищников выстраиваются в ряд, разгоняются, а затем тормозят прямо перед льдиной, создавая волну, которая просто смывает жертву. Касаткам остается только поймать ее в воде. Здесь уже ничего сложного, они делают так постоянно. Иногда, правда, добыче удается взобраться обратно на лед, и тогда атака огромной волной повторяется. Снова и снова и снова. Тут никто никуда не торопится, знаете ли. Как вы уже наверняка поняли, касатки — умные безжалостные хищники, которые... А это еще что? О, еще один полетел. Низко как-то. Наверное, к дождю. Да, помимо остальных своих качеств, касатки известны довольно странной игривостью. И играют они как настоящие психопаты в самом прямом смысле этого слова. Нет, серьезно, вы только посмотрите. Вместо того, чтобы просто съесть несчастного тюленя, касатки используют его вместо меча. И снова, и снова. Иногда это нечто вроде тренировки, просто чтобы не терять своих навыков убийцы. Иногда демонстрация для молодого поколения. А иногда игра остается просто игрой. Касатки убивают, потому что им скучно. «Эй, Стив, чем займемся сегодня вечером? Давай кидать других животных, пока они не умрут». Кстати, страдают не только тюлени. Иногда это может быть скат, черепаха или даже пингвин. Господи, да он вообще птица. На самом деле касатки с удовольствием едят пингвинов. В отличие от других пернатых бедняк, попавших в меню. Эти не могут просто взять и улететь. Приходится искать спасение в других местах. Хорошо, когда рядом оказывается какой-нибудь человек. «Пингвин, тебе нормально?» «Ковальский. Кто-нибудь видел Ковальский?» Но лодка не дает стопроцентной защиты. Более того, не спасет даже суша, потому что если касатка решила кем-то полакомиться, она достигнет своей цели. Морские львы, которые уже почти выбрались на берег, выглядят как вызов. Или идеальная жертва, с которой можно поиграть. А как иначе назвать такой способ охоты, когда касатка почти выпрыгивает на берег, чтобы схватить свой обед, убегающий из последних сил? Как будто в море мало другой добычи, ради которой не нужно нарушать законы природы и лезть на сушу. Впрочем, вы посмотрите на нее. Какие законы? Она хочет морского льва. Иногда такое желание может обернуться для касатки серьезными проблемами. В сети можно найти кучу видео, на которых эти хищники, которые слишком увлеклись охотой, пропускали отлив и, все верно, оказывались в ловушке. Я прямо слышу, как где-то вдалеке хохочут морские львы. В такой ситуации у касатки только один вариант спасения — получить помощь от людей и дождаться прилива, чтобы вернуться в море. Само собой, никто не потащит огромного зверя весом 3-5 тонн в воду самостоятельно. Ну, а в случае, если рядом нет людей, что ж, естественный отбор в действии. Не могу сказать, что без человеческой помощи популяция касаток сильно сократилась бы, но несколько десятков этих морских хищников точно обязаны людям жизнью. Может, поэтому они иногда с такой радостью играют с нами, к счастью, не так, как с тюленями, во всяком случае, обычно. Все выглядит довольно невинно, даже забавно, даже мило. Например, эта касатка по имени Луна отстала от своей семьи и так привыкла к людям, что ведет себя как игривый многотонный морской щенок. Глядя на то, как касатки играют с людьми, вообще-то как-то забываешь, что они жестокие хищники, которым в море просто нет равных. А уж если вы смотрели «Освободите Вилли», то наверняка не можете отделаться от ощущения, что вас бессовестно обманывают. И это правда. Главный обманщик тут — Голливуд. Даже те касатки, которые выступают в океанариумах,
никак не тянут на милых, добродушных существ. Самый яркий и самый ужасающий пример — Телекум, дрессированный самец, причастный как минимум к 3 убийствам людей. Первой стала Келти Бирн, которая поскользнулась и упала в бассейн, где находился Телекум, и еще 2 касатки. Они перебрасывали девушку пастями между собой, погружали в воду и не давали всплыть. Келти утонула. Второй жертвой оказался мужчина, который пробрался в бассейн к Телекуму после закрытия океанариума. Но 3-е нападение на человека было самым страшным. Опытную дрессировщицу Дон Браншо касатка затащила в воду за волосы прямо в начале шоу. На глазах у пораженных зрителей Телеком трепал жертву, как будто игрушку. Когда Дон удалось отбить, она уже погибла. А что насчет убийцы? Ну, он вскоре вернулся к выступлениям. Не пропадать же деньгам. Последняя трагедия произошла в парке развлечений SeaWorld, Орландо. Но касатки содержатся не только там. Думаю, они есть в каждом океанариуме SeaWorld, и, похоже, нигде не забывают своих диких повадок. Они хищники, которым нет равных в океане по силе и интеллекту. Почему бы не охотиться посреди бассейна, так в SeaWorld Сан-Диего касатки не просто бросаются в атаку, когда видят перед собой что-то съедобное. Они используют приманку, чтобы птицы подошли поближе. Причем поступают так совершенно сознательно, подкидывая куски... Что это, рыбы? Значит, куски рыбы поближе, а потом выжидают. И ведь у них получается. Скорее всего, касатки охотятся на птиц просто ради того, чтобы охотиться. Играют. Но знаете, может, с точки зрения Телекума все жертвы тоже были частью игры? Я бы предпочел держаться от касаток как можно дальше. Особенно, если они содержатся в неволе и уже слишком привыкли к людям. Вдруг для них мы всего лишь худые волосатые тюлени? До скорого.